Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Показ коллекции дома Шанель весна-лето 2025, как всегда, оказался одним из самых ожидаемых шоу на неделе моды в Париже. В первую очередь, все желали наконец-то узнать имя нового креативного директора бренда. После внезапного увольнения Виржини Виар в модной индустрии ходили разные слухи и всевозможные пророчества. Кто же из дизайнеров займет руководящий пост? Накануне презентации в соцсетях происходило оживленное обсуждение каждой кандидатуры и разгорелся настоящий ажиотаж по поводу этого события. Однако чуда не случилось. Во всяком случае, в день показа Дом моды не афишировал дальнейшие шаги в плане обновления бренда. Даже напротив, президент фэшн-направления заявил: «У Шанель уже есть мощный продукт, и мы не будем превращать это в чистый лист». Что касается ведущего дизайнера, Бруно Павловский добавил: «Нам нужен именно тот, кто увлечен брендом в его нынешнем виде и хочет перенести его в будущее». Я так полагаю, мои дорогие зрители, что на самом деле личность возможного креативного директора не так уж и важна. Кем бы он ни был, нам с вами вряд ли стоит ожидать, скажем так, возрождения стиля Шанель. Чему есть, на мой взгляд, две основные причины. Первая – время не остановить. Жизнь идет вперед, и, соответственно, меняются представления о красоте. Всем нам сейчас одеваться ровно так, как одевались женщины в эпоху Габриэль, уже как минимум не функционально и не актуально. У нас теперь другие запросы. Хотя Виржини Виар как-то удавалось органично смешивать в образах носибельное ретро и современные тенденции. Причина вторая – наивно и смешно надеяться, что прошлый кутюрье способен лучше воплотить дух Шанель, чем модельер, отдавший дому более 30 лет своей жизни и профессиональной деятельности. Любой вновь назначенный ведущий дизайнер при всей очевидной гениальности будет ломать и перестраивать модный дом под себя, но не возрождать прежнюю Шанель. Так всегда было в фэшн-индустрии и так будет. Я не знаю, друзья, изменилось ли креативное руководство компании на момент просмотра вами данного ролика, поэтому эту тему мы обсудим в одном из следующих видео. А сейчас давайте вернемся непосредственно к самой коллекции, ставшей общим результатом работы всей творческой команды Шанель. Для начала скажу несколько слов о месте проведения шоу. В качестве модной локации после 4-летней паузы вновь выступает знаменитый парижский дворец Гран-Пале. Ранее великолепное архитектурное сооружение с прозрачным стеклянным куполом во время показов превращалось за счет внушительных декораций то в продуктовый магазин, то в морской порт и даже было Вандомской площадью. Теперь же в центре зала установили огромную белоснежную птичью клетку, которая определила главное направление, характер коллекции. Ведь основная идея – это стремление к свободе и смелость, позволяющие женщине отказаться от жестких границ, установленных обществом. Каждая из нас имеет полное право выпорхнуть из клетки и отправиться по жизни в полет легко и независимо. Подобное оформление пространства напомнило о рекламной кампании аромата Коко 1991 с Ванессой Паради в главной роли. Сегодня ее место птички в клетке заняла Райли Кио. Что касается модного гардероба, фундаментальную позицию традиционно захватил твид. Элегантные женственные двойки из жакета и юбки сменяли на подиуме более дерзкие комплекты, где в качестве низа выступали шорты, либо короткие, либо более длинные, но с высокими разрезами. В дуэте с ними можно увидеть твидовые жакеты или куртки, похожие на бомберы с объемными пушистыми воротниками из перьев. К слову, перьевой декор и в том числе его имитация с помощью тонких воздушных фактур стали ключевым элементом коллекции. Что неудивительно, ведь основная тема связана с птицами. Теперь перьевая отделка появилась как на одежде, так и на аксессуарах. А еще это аппликация стразами на синем дениме, яркий рисунок по ткани и украшения в форме пера или птички. Правда, здесь не забыли и о главном символе бренда – камелии. Легендарный цветок встречается в новой коллекции в виде текстильных брошей либо пышных бутонов на солнцезащитных очках. Последнее решение, как по мне, смотрится откровенно спорно. Часть нарядов украшает бархатная черная лента, завязанная в аккуратный бант. Своеобразным символом эпохи Шанель можно смело добавить накидки, которые мы наблюдали уже в прошлых линейках. Сочетание шелкового муслина и твида выглядит неплохо, особенно в платьях-кейпах. А вот накидки в паре с денимом, возможно, и дают отсылку к популярному стилю бохо, но многие зрители такое решение назвали каким-то нелепым. Зато по высокому баллу оценили наряды в клетку, цветную полоску и вязаные ансамбли.
Все они порадовали приятной и вкусной цветовой гаммой. Так что, друзья, у вас обязательно найдется повод, на чем задержать взгляд при дальнейшем просмотре коллекции. Ассортимент сумок оказался довольно разнообразный. Это привычные стёканые и листвида, среди которых помимо кроссбоди представлены рюкзаки, шоперы, сумки-мешки и портфели. Есть роскошные версии сумки клатч, хоба из сетки и несколько оригинальных аксессуаров в форме птичьей клетки. В основе обувного ряда доминируют модели на широкой платформе в носочной части и пусть на высоком, но устойчивом каблуке. А теперь, друзья, попробуем подвести итоги. Несмотря на отсутствие единого креативного руководства, модный показ Chanel прошел с успехом и завершился благодарными аплодисментами зрителей. Да, бренд порой впадает в крайности, когда не может определиться с приоритетами, тщательно стараясь угодить одновременно как немолодым дамам, якобы разбирающимся в моде и критикующим все и вся, так и юному поколению, фанатеющему по айдолам. Тем не менее, коллекция весна-лето 2025 получилась достойное внимания. Стильная, интересная. Надеюсь на поставленный вами лайк. Жду обсуждения модных новинок от бренда Chanel в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Всем красоты, позитива и солнечного настроения!